Приветствую! Биткоин-прогноз на 16 февраля. В этом видео посмотрим, как всегда, интересную статистику, главные новости и события криптовалют, несколько графиков альткоинов и, конечно же, график самого биткоина, куда он может направиться в ближайшей перспективе. Начинаем с индекса страха и жадности. Сегодня цифра 51. Почти достигли максимума за последнее время. В прошлый раз, на прошлой неделе, была цифра 54. Снова мы покинули зону страха. Обновилась информация по Google трендам. Важно отметить, что популярность биткоина снова пошла вниз. По данному показателю мы теперь имеем цифру 21. До этого было 27, до этого 28, 40. Явно видна нисходящая тенденция. Поэтому говорить о каком-то хайпе биткоина в данный момент как минимум неуместно. Также стоит отметить, что и сфера NFT покинула свои исторические максимумы по показателю Google трендов. На данный момент популярность данной сферы снижается. Причем так же быстро, как она и появлялась. За последние сутки ликвидировано 28 с небольшим тысяч трейдеров, забрали у них почти 120 миллионов долларов. По-прежнему большинство из них это шортисты, более 74%. Стоит отметить, что ликвидации достаточно небольшие. Обычно ликвидируют около 60 тысяч трейдеров. Сейчас даже нет и половины от того количества. Обычно такое затишье бывает перед сильным движением в ту или иную сторону. И вполне можно ожидать большие выносы как лонгистов, так и шортистов. Вот так выглядит крипторынок на данный момент. Монета Rally показывает плюс 62%. Получили вот такой памп с таким количеством объемов, которые не видели за день никогда. Когда в прошлый раз мы смотрели эту монету, построили вот такой нисходящий тренд. По-прежнему мы в нем находимся, и мы видим, что на истории подобные всплески были и раньше. Но пока они не приводили к слому этого тренда. Поэтому и сейчас, пока мы не выйдем из этого тренда, говорить, что здесь произойдет слом, пока рано. На индикаторе дивергенцию видим уже давно, но при этом не мешает этой цене ползти вниз. Да, здесь отличная возможность сейчас все-таки начать восходящую тенденцию, но я бы на это деньги не поставил, потому что глобально тренд по-прежнему идет вниз. И он может так же легко сдуться, как и в прошлые разы. А если же смотреть объем торгов за 24 часа по всем топовым монетам, то уже который день в топе находится Bitcoin Cash по соседству с эфириумом, биткоином и стейблкоинами. Раньше я на него внимания не обращал, но он как засел сюда, так и сидит. Давайте посмотрим на график этой монеты. В прошлый раз, когда мы смотрели график, ожидали, что пойдет рост, и мы достигнем уровня хотя бы $795 за эту монету, но, как видите, этого не случилось, и мы усложнили коррекцию, пошли еще ниже. На индикаторе видим дивергенцию, и вполне вероятно отсюда может случиться разворот. Давайте посмотрим, есть ли здесь еще какие-либо факторы. Важно отметить здесь вот такой уровень поддержки и сопротивления. На истории он прекрасно отрабатывал. Тестировали его и сверху, и снизу. Сейчас также пришли к нему и получили от него такие откупные тени аж несколько дней подряд. Кто-то с большими деньгами предпочитает этот уровень все-таки удерживать. И от него же мы получили движение, очень похожее на заходной импульс. И если смотреть на более мелких таймфреймах, допустим на 4 часах, здесь структура очень похожая на биткоин. Предположительно волна 1, 2, 3. Треугольник в четвертой волне, и можно ожидать с большей вероятностью еще один как минимум заброс наверх перед более серьезной коррекцией. Поэтому да, здесь ситуация достаточно неплохая. Для большей уверенности я бы дожидался окончания формирования этого импульса и на откате искал локальные точки входа на дальнейший лонг. Если же прям не терпится эту монету взять, то можно хоть с текущих, и пока здесь самый близкий стоп это на уровне в районе 308, а такой консервативный и более надежный это за начало импульса, но он далеко и придется очень сильно сокращать размер позиции. Поэтому если берете отсюда и стоп в районе 308, то первая зона у нас это предыдущие пики, вот здесь совсем близко. И если же рассматривать более глобальные цели, то стоп, конечно же, ставим уже за начало вот этого импульса старшего таймфрейма. Ну и цели здесь более высокие. Первая цель это вот эта проторговка, которая совпадает с расчетной зоной в районе 378. Более глобальные цели для старшего таймфрейма можно будет рассчитать только после того, как окончательно сформируется импульс и коррекция после него. Давайте посмотрим, какие монеты у нас выросли и упали за день больше всего. Та же монета Rally, которую мы уже смотрели, а наибольшее падение минус 7,4% у монеты Leo. Если же смотреть самые обсуждаемые монеты на сегодня, первое, второе место биткоин и эфириум, на третьем месте монета Algorand. Мы ее также недавно смотрели и отмечали здесь вот такой тренд
от которого вполне вероятен отскок. Данного отскока пока нет, но хорошо, что тренд пока удерживается. За этой монетой можно последить, и в случае, если отскок и заходной импульс все-таки будет сформирован, можно будет на откате входить. Пока здесь точки входа нет. Какие монеты у нас? Grayscale приобретали за 24 часа, все под распродажу, кроме одной монеты – Solana. Ее баланс стал положительным как за 7 дней, так и за 24 часа. В прошлый раз, когда мы смотрели, находились уже в коррекции, отметили зону, из которой с большой вероятностью мог бы случиться разворот. Это оптимальная зона для коррекции в рамках 4-й волны. Однако мы так и не показали подтверждение разворота, поэтому важно его дожидаться. И пролетели его ниже. Пик первой предполагаемой волны не пробит, поэтому структура по-прежнему валидна. И если смотреть индикатор, здесь нет даже и дивергенции на разворот, поэтому здесь также я пока бы не ловил данную монету и не заходил бы в лонги. Пока здесь также продолжается нисходящее движение. Если смотреть 4-часовик, то видим, что здесь также даже пока и не пробита скользящая 200-ка. Поэтому о лонгах говорить рановато, хотя импульсный характер движения здесь проявляется. По-хорошему нужно сделать еще один перелой для того, чтобы хотя бы дивергенцию здесь показать. Ее нет ни на дневном таймфрейме, ни на 4 часах. А она бы очень сильно помогла в принятии решения. Что у нас по популярности обсуждений в Твиттере? Здесь также Ethereum, Shiba и Solana на первых 3 местах. Ethereum у нас идет практически так же, как биткоин. Чуть позже посмотрим его график. Shibу смотрели вчера, Solana только что смотрели. Погнали дальше. Несколько интересных новостей у нас вышло. Berkshire Hathaway инвестирует $1 миллиард в бразильский необанк Nubank. Казалось бы, кто это такие, что за банк? Бразилия. Однако вот это лицо должно быть вам вполне знакомо. Это Уоррен Баффет. И компания Berkshire Hathaway – это его компания. А бразильский банк Nubank очень тесно связан с криптовалютой. Поэтому из этого можно сделать вывод, что он косвенно пытается поддержать сферу крипты, вкладывая и ставя на это свои деньги. И при всем при этом он выводит часть средств из вложенных в Visa и MasterCard. Это прям наглядный такой пример, что он забирает деньги из старой системы и вводит как бы деньги в новую систему. 14 февраля компания Уоррена Баффета продала свои акции Visa и MasterCard на общую сумму $3,1 миллиард и в 4-м квартале 2021 года приобрела акции Nubank класса А на сумму $1 миллиард. Тут же вспомнили слова Баффета в 2020 году, когда он откровенно негативно высказывался про крипту. Заявлял, что цифровые валюты ничего не производят и их ценность равна нулю. Кроме того, предприниматель говорил, что у него никогда не было и не будет криптовалют. Судя по всему, бизнесмен пересмотрел свою позицию. С одной стороны, он крипту по-прежнему официально не приобрел, однако же вложил $1 миллиард в банк, связанный с этой криптой. Coinbase нанимает экс-сотрудника SEC на должность вице-президента по глобальной регуляторной политике. Coinbase решили поступать как Binance. Binance нанимает бывших сотрудников различных структур американских. Теперь и Coinbase пошли по данным стопам. Американская биржа Coinbase на фоне ужесточения политики регуляторов укрепляет административное звено бывшим главным экономистом комиссии по ценным бумагам и биржам США. Тем самым они хотят задобрить эту комиссию, чтобы они к ним относились более лояльно. Новым сотрудником будет Скотт Бугис. Он будет вице-президентом по глобальной регуляторной политике, чтобы как раз-таки он и занимался разговорами и всякими обсуждениями с тем же СЕКом. С одной стороны, кажется, что это как-то неправильно и нечестно, а с другой стороны, почему бы и нет. Это бывший сотрудник, ничего не мешает ему устроиться на новую работу. Однако, как мы видим, СЕК может наехать и на лояльных к ним людей. На этот раз они расследуют связь Binance, их американского подразделения, с 2 американскими торговыми фирмами, с 2 трейдинговыми фирмами Sigma Chain и Merit Peak. SEC запросил у Binance информацию об этих компаниях. Они считают по некоторым документам, что данные фирмы связаны с генеральным директором биржи Чанпен Джао. Компании выступают в качестве маркетмейкеров и постоянно покупают и продают крипту на Binance US, что обычно снижает волатильность рынка. И вот SEC хочет узнать, имеют ли эти компании какие-либо преференции при работе с платформой Binance. Возможно, даже их ордера просто быстрее выполняются. Также они хотят знать, уведомляла ли площадка своих клиентов о сотрудничестве с данными фирмами. По закону они должны это делать. Может быть, где-то мелкими буквами, конечно, это и прописано, но я не видел таких названий, например, в Твиттере Binance. Важно отметить, что сегодня у нас состоится публикация протоколов FOMC. Она назначена на 22 часа 10
10 вечера, сегодня 16 февраля по московскому времени. Данная публикация протоколов может повысить волатильность рынков, в том числе и криптовалютного, поэтому, кому интересно, можете последить в 10 вечера по Москве, что будет происходить с ценой биткоина. Ну и давайте посмотрим, что у нас на самом графике биткоина происходит. Здесь пока все идет у нас так, как и планировалось, сильных откатов нет. Первая целевая зона находится в районе ближайших пиков. В принципе, мы их практически уже достигли. Если это пятая волна, расчетная зона у нее, конечно же, повыше, но она может быть и укороченной. Не будем пока это рассматривать, продолжаем дожидаться минимальной зоны в 45400. Напомню, что глобально это все происходит в рамках, предположительно, волны D, 5 волн наверх, после этого более серьезный откат и еще один импульс. Данный сценарий пока для меня в приоритете. Ближайшие цели отмечены: 45400, 49400. Именно сюда я жду на данный момент цену биткоина. К тому же стоит отметить вот такой паттерн, который, я думаю, уже многие увидели. Так называемые голова и плечи. Кто-то по ним торгует, но я особо их во внимание не беру, однако же они сами бросаются в глаза. Перевернутые голова и плечи — это левое плечо, голова, правое плечо. Линия шеи. После пересечения этой линии шеи в теории ожидается рост на высоту данного паттерна. А это вполне совпадает с нашей расчетной зоной в районе 55 тысяч. Поэтому это тоже стоит учитывать. Давайте еще посмотрим монету RIF, спонсор канала попросил глянуть эту монету. Ну и давайте посмотрим, что здесь происходит. В прошлый раз, когда мы смотрели, здесь у нас был рост, затем коррекция, и предполагалось, что данная коррекция завершилась без пробития начала этого роста, естественно. Прошел первый импульс, коррекция, пошел второй импульс, и мы предположили, что это начинается уже третья волна. Однако, теперь мы видим, что эта коррекция просто-напросто усложнилась. Если смотреть на индикатор, то видим здесь все еще не сломанную дивергенцию. Вполне вероятно, это была волна А, волна Б и волна С на данный момент находится на стадии завершения. Так как мы не преобразовали с июля по октябрь трехволновку в пятиволновку, она по-прежнему осталась в структуре коррекции и вполне вписывается в волну Б. Сейчас мы также видим импульс, который пробил очень много важных уровней, трендовых уровней, по-прежнему идет вниз, однако еще не сломал структуру, не пробил уровень в 659. Пока он этого не сделает, данная структура останется актуальной. Что у нас из конкретики? На данный момент мы видим уровень, под которым мы торгуемся. А это значит, что лонги здесь пока нецелесообразно открывать. Да, здесь движение очень похоже на заходной импульс, очень похоже на такое же движение, как и на биткоине. 1, 2, 3, предположительно 4 и будет еще 5 с большей вероятностью. Если смотреть на глобальную картину, мы видим, что здесь очень близко ценовое значение, которое будет ломать структуру, и вполне вероятно мы его можем достичь. Я бы рассматривал здесь лонговые позиции только в случае, если мы пробьем вот этот уровень и закрепимся над ним. То есть дадим, например, еще один импульс, это будет сформированный уже импульс заходной, затем скорректируемся, не уходя под этот уровень, и вот отсюда уже можно будет искать какие-то варианты на дальнейший рост. Пока этого я не увижу, точки входа для меня здесь нет. Однако же, если от этого абстрагироваться и убрать все это дело, то здесь все еще сохраняется шанс на отскок от текущих значений и вполне вероятен даже перехай. Но об этом говорить пока рано. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Пишите свое мнение по монетам, по биткоину, по всем этим альтам. Как вы думаете, куда пойдет монета? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу в Телеграме. Всем удачной торговли и счастливо!